Как провоцировать людей на искренность, на то, чтобы они говорили правду о себе? Слово «провоцировали» вообще немного не про искренность, не про близость, потому что провокация – это воздействие на другого человека с целью получить от него нужный тебе результат. А если ты хочешь, чтобы он что-то тебе искренне говорил про себя, то нужно создать близость и нужно воспользоваться техниками вербовки. Рапорт, вербовка, близость. Рапорт. Я такой же, как ты, я похож на тебя, я тебя понимаю, либо я соответствую твоим ожиданиям. То есть рапорт симметричный, как зеркало, зеркальный рапорт, а есть рапорт взаимодополняющий, как инь-янь, как пазлы. Например, если ты играешь роль доктора, по дополняющему признаку я должен сыграть роль пациента. Между нами возникнет рапорт взаимопонимания. Либо, если ты играешь роль доктора, я могу сыграть роль другого доктора, между нами возникнет тоже взаимопонимание, рапорт уже по зеркальному рапорту. Либо есть такие еще техники, которые больше относятся к метасообщению, как с помощью метасообщения вызвать приступ доверия, рапорт. Например, я с тобой могу общаться с метасообщением, что мы с тобой уже 100 лет знакомы, что мы с тобой прошли Афган, что мы с тобой все детство куролесили, что мы с тобой учились вместе, или служили вместе, или работали вместе, или у нас с тобой были какие-то приключения. Само это метасообщение заразит тебя этим метасообщением. Поэтому я смотрю на человека, и я представляю, что мы с тобой съели пуд соли, что мы с тобой бегали по окопам, мы с тобой баланду хлебали и так далее. И я заражу тебя этим метасообщением. И это вызовет какой-то необъяснимый рапорт, необъяснимое доверие. Это что касается рапорта. Вербовка по ценностям. Если я с тобой разговариваю и слышу от тебя, что тебе ценно это, ценно важно, ценно другое, важно это, твои опоры психологические состоят в этом. И я говорю, что я вижу твои ценности, с какими-то ценностями я точно согласен, что мне кажется, это точно важно, точно так же, как и тебе. Это может быть, здесь можно отстроиться, это будет, наверное, даже в плюс, что здесь я с тобой согласен, это тоже для меня важно, это у меня в жизни немножко по-другому, но я в этом плане все равно тебя уважаю. И если я еще буду заниматься вербовкой по синестезиям, например, я буду видеть, куда ты вниманием уходишь, и я это буду себе присваивать, там, эти цели у меня такие же, понимаю, я туда же стремлюсь, ну и так далее. Дальше рапорт и вербовка по эмоциям, такая гормональная вербовка. Я буду вызывать у тебя приступы близости, например, и эти приступы близости будут ассоциироваться со мной. Приступы эндорфина, я буду тебя захваливать комплиментами. Или приступы серотонина, я буду говорить, что ты самый крутой, ты исключительный. Таких, как ты, я просто больше нигде не видел вообще никогда. У тебя будет приступ. Или допамин. Мы с тобой такое сделаем. Это будет вообще замечательно круто. Я для тебя, ты для меня. Вместе мы сила. Допамин, допамин, допамин. И так далее. Это что касается вербовок. Ну, инструменты близости, создание близости. Близость – это некая безопасность, это поддержка ощущений. То есть, ты мне очень интересен, я тебя вижу, я вижу твои эмоции, я вижу твои переживания. Они для меня важны, я их поддерживаю. Со мной безопасно и можно находиться в этих переживаниях. Ты можешь их проявлять, и я их проявляю к тебе тоже. Например, я вижу, что тебе становится очень приятно, или, возможно, я вижу твое смущение, когда я тебе говорю, как ты замечательный, и я вижу твое смущение, и мне самому как-то теплеет. И когда я говорю о том, что мне теплеет, ты как будто бы раскрываешься и сам теплеешь,
И размораживаешься, ты по-другому начинаешь сидеть, чувствовать себя и говорить про вещи сокровенные для тебя. Возможно, у тебя даже вспоминаются какие-то истории, и подходят слезы, может быть, ты вспоминаешь какие-то недопрожитые эмоции. И у меня это тоже откликается, мне это тоже трогает. И у меня очень много сожалений, сопереживаний, это создает близость. Я закручиваю с тобой такой эмоциональный вихрь. Я включаюсь в тебя, вижу отклик на это включение и делюсь своим откликом на это. Я, ты, мои эмоции, мои, твои. Я твои поддерживаю, ты мои, я твои, ты мои, со мной безопасно и так далее. И таким образом я создаю близость. И создав рапорт, приступ доверия, создав вербовку, мне ценно точно такие же вещи, важны точно такие же вещи, как и тебе. И я понимаю твои ценности, я понимаю твои опоры и уважаю их. И близость, мы с тобой вместе можем быть в сопереживании, переживать одно и то же. Это создает возможность, чтобы ты был откровенный, ты был честный, ты делился чем-то сокровенным, ты легче открывался передо мной, говорил мне правду. Я такой же, как ты. Это если говорить про такие нежные техники. Есть, конечно, и техники более инструментальные, грубые, жесткие, но это уже другая тема.